Привет, 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 песеры, с вами Морж. Продолжаем гайдить наш eFootball 2022 Mobile. И в этом видео я хочу с вами поговорить про игроков. Каких стоит покупать, каких не стоит покупать. Смысл открывать паки есть, смысла открывать паков нет. В общем, постараюсь вам максимально подробно все рассказать. Если ты хочешь вообще, в принципе, понимать, что делать в игре, в закрепленном комментарии я оставляю ссылочку на плейлист гайдов. Вот стоит его посмотреть, я там уже многие темы реально раскрыл. Значит, в первую очередь, где у нас берутся игроки? Мы заходим в контракт, и здесь можно купить, во-первых, тренеров, во-вторых, обычных игроков. Если у вас достаточное количество денег, в принципе, вы можете любого игрока отсюда купить. По фильтру найти, там, допустим, из какой-то клубной команды, если вам кто-нибудь нужен. В общем, с этим, я думаю, проблем ни у кого не возникает. Выбираете нужного игрока, если денег достаточно, покупаете. У нас мобильщиков деньги перенеслись, поэтому, я думаю, их у вас достаточно. Больший интерес представляют именно паки, собственно. Само собой, про легенд, я думаю, рассказывать никакого смысла не имеет. 150 игроков, дубли не выпадают, крути сколько хочешь, если повезет, выпадет кто-нибудь хороший. Мне, например, выпал Феррер, я думаю, вы видели. Вот. Но, сами понимаете, это рандом. 3 у нас легенды на 150 игроков, шанс на выпадение одной из 3 легенд за одну крутку, пока 150 игроков в паке, у нас 2%, само собой, чем больше вы открываете, тем процент растет, но не то чтобы очень уж сильно. Поэтому, если вы хотите получить гарантированно легенду, то тут нужно открывать весь пак. Второй интерес у нас представляют паки, которые по 100 золота. Что у нас здесь хорошего и стоит ли их открывать вообще? Ребят, если у вас есть состав с прошлой части, то открывать их я вам не советую. Золото в игре доставаться будет очень тяжело, пока у нас фармить его негде, поэтому лучше его поэкономить. В чем прикол этих игроков? Да просто они сразу, практически полностью прокачаны. И в этом на самом деле есть минус. Давайте возьмем для примера Салаха. Вы видите, у него всего лишь 5 уровней. То есть всего 8 статов можно будет раскидать. При этом, если взять обычную карточку Салаха, да, он изначально не прокачан, но там целых 36 статов можно раскидать. И таким образом, собственно, сделать Салаха более уникальным именно для вас. Вот я так, наверное, это сформулирую. То есть здесь статы уже раскиданы. Возможно, вы хотели раскидать их немножечко по-другому до, собственно, такого рейтинга. Но здесь ничего не поделаешь. Всего лишь 4 уровня можно будет поднять, получить 8 статов. Причем часть из этих статов уже пойдет на сыгранность, само собой. Вот. И останется не так уж много, что можно поправить. А если взять обычную карточку Салаха, то, собственно, там все статы вы раскидываете, как именно ваша душа пожелает. При этом хочу отметить, что обычная карточка Салаха, точно так же, как и вот эта карточка Салаха, качается до 97. То есть каких-то бонусов у этих карт нет. По сути, это просто более легкий способ получения игрока, который стоит 1 000 000. Но при этом есть минусы по прокачке. То же самое у нас и по... Кто тут у нас? У нас есть финишеры, у нас есть Magic Moment Stars, у нас есть дриблеры, у нас есть дефендеры. Абсолютно везде одинаково. Эти карточки качаются примерно, очень-очень-очень близко к тому рейтингу, как качаются и обычные карточки. Иногда даже обычные качаются чуть получше. Да, вот такая вот сейчас логика у Konami, и вот так вот они продают игроков. И последний пак, который у нас есть, это так называемые игроки за номинальный контракт. Сейчас нам номинальные контракты дают за вход, я думаю, вы это все видели. Обратите внимание, что у номинального контракта есть срок годности, поэтому до истечения этого срока годности его нужно, собственно, использовать. Брать ли игроков отсюда? Здесь, ребят, еще тяжелее, чем, собственно, с игроками за голду. В чем прикол? Здесь у нас игрок сразу же на максимальной прокачке. То есть у него абсолютно нет уровней. И я думаю, вы уже догадались, в чем здесь проблема. Да, проблема в том, что стиль ему не прокачать никак. То есть если вы играете в контроль мяча, то вот этого товарища, который сейчас у вас на экране, брать, вообще смысла не имеет. У него контроль мяча 51, и прокачать это невозможно. К сожалению, такая логика. Поэтому за номинальные контракты нужно брать игроков, которые, точнее, если, во-первых, они вам нужны, сами видите, рейтинги тут далеко не конские, вот, но в первую очередь стоит обращать внимание, чтобы он подходил под ваш стиль игры команды, потому что прокачать это невозможно.
Ну и последний вариант игроков, которые можно у нас получить в игре, это, конечно, игроки за ебалы, они же епоинты. Заходим в магазин епоинтов, как вы видите, вот эти игроки. Тоже обращу ваше внимание, что они по сути такие же, как игроки за соточку голды. То есть вы видите 6 уровней прокачки всего, да, можно будет прокачать стиль, но нужен ли вам Аспас, Ракитич или Аспилакуетта, я, если честно, не знаю. Мне, по крайней мере, не нужен. В общем, на этом, наверное, все. Других вариантов получения игроков у нас на данный момент нет. Надеюсь, я все разобрал. Вам понятно, как на что опираться. Ну, а брать этих игроков, не брать этих игроков, тратить золото, не тратить золото, конечно же, решать вам. Надеюсь, видео было полезное. В закрепленном комментарии ссылка на весь плейлист гайдов. Так что посмотри, если хочешь разбираться в игре. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.